Всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить про Кесем Султан. Вы, наверное, сейчас скажете, как так могла Кесем поступить со своими детьми и внуками, зачем она так делала и, главное, ради чего. Да, конечно, буквально она своих детей не убивала, она доводила до этого. Ее дети погибали от ее холодности и страшных решений, которые она принимала с легкостью. Так, по крайней мере, описывали послы, с которыми она неоднократно вела беседу. Что касается внуков, в этом случае мы могли сами наблюдать из сериала «Империя Кесем», как султанша хотела убить будущего султана Мехмеда IV. Почему все так происходило? Давайте разбираться. Кесем Султан считали самой кровавой султаншей в Османской империи. Мне кажется, что еще были такие султанши, просто не так сильно их афишировали. Кесем застала женский султанат, поэтому ее увековечили в истории как регента Мурада Кровавого. Не только она дочерям психику испортила, но и сыновьям. Сами посудите, Мурад Кровавый и Ибрагим Безумный. У Кесем было 5 дочерей, одну из которых сватали уже год. Дочери Кесем Султана, Айше, Фатьма, Гефхерхан, Ханзаде, Атике. Всех этих девочек Кесем выдала замуж для своей выгоды. Несмотря ни на что, она должна была укрепить свою политическую власть. После Кесем Султан такие браки были запрещены. Айше Султан вышла замуж в 6 лет. Девочка сменила 7 мужей и в конечном итоге все равно осталась вдовой. Ее мужья были великие визири и простые паши. Девочка была известна в истории как игрушка для старых мужей. Все это было сделано Кесем ради политической выгоды. Фатьма Султан была женой примерно 4 или 5 раз. Ей тоже не сильно повезло. Девушка скончалась в возрасте 30 лет. Историки предполагают, что ранние беременности губили детский организм. Из-за этого у девушек было много заболеваний, которые приводили к ранней смерти. Гефхерхан Султан выдали замуж в 4 года. Она была как бы помолвлена. Жених дожидался, когда девочка подрастет хотя бы до 7-8 лет. Но муж, которому было на то время 55, не дождался и умер. Девочка вышла замуж еще дважды. Смерть девушки была тоже ранней. Что касается Атике и Ханзаде, то тут очень мало информации. Но они не отличались от своих сестер и тоже выходили замуж в очень юном возрасте из-за старых пашей. Все их мужья имели влияние на государство и могли дать поддержку Кесем, пока не умрут. Но не беда, после этих пашей приходили и другие. И вы скажете, но ведь Кесем не убивала своих дочерей. Буквально нет, но морально и не только, да. Из-за ранних браков девочки получались не только моральные травмы, но и физические. Эти травмы впоследствии были для них смертельны. Что касается внука Кесем Султан Мехмеда, он был неугоден султанше, так как мать Турхан встала в позу и не хотела уступать власти Кесем. Кесем почувствовала себя бессмертной. Вот серьезно, она хотела править вечно. Казалось бы, отойди, дай дорогу молодым. Но нет. Я и точка. Хотя о чем я говорю, по-моему, так везде и всюду. И по сей день внук стал неугоден, и что с ним нужно делать? Замуж точно не отдашь. Правильно, нужно убить, отравить и посадить Сулеймана, другого внука. Не потому, что он лучше, а потому, что матушка его молчит в тряпочку, и править можно самой и дальше. Но у Кесем этого не получается сделать, и век ее правления подходит к концу. По сей день так и непонятно, как умерла Кесем Султан, но это уже другая тема, которую мы обязательно осветим на канале «Великолепная история».